Доброго дня, уважаемые подписчики! С вами сегодня якут Иванов Юлиан, самой северной столице Якутии, находясь в Южной Африке. Сегодня погода не соответствует для Южной Африки, немножко облачно. 30 декабря решили восполнить свою маленькую давнюю мечту поехать в Кейптаун. Кейптаун — это у нас город, который находится в самом низу Африки, ребята, посередине. С этим архипелагом связано очень много связей у русских людей, у советских людей. Есть очень замечательные места, которые мы должны будем посетить. Мыс Доброй Надежды, соединение двух океанов, Атлантического и Индийского. Посмотреть на пингвинов, половить белых акул. Это, конечно, шутка, но там есть очень большие акулы, киты, касатки. Серфингом очень люди занимаются. Вот. Как раз справить Новый год в этом очень красивом месте. Едем, снимает меня сейчас супруга. Едем на арендованной машине Toyota Aygo. Праворулька, наши правые рули в Дальнем Востоке с Японии. Вот такая вот Африка, ребята. Машина арендованная, стоит 7000 рент, умножайте на 5 рублей. Бензин стоит на наши деньги 25, умножайте на 5, это около 120 рублей. Вот, машина не ест. Выехали с Йоханнесбурга до Кейптауна. Расстояние 1500, такой некий марафон. Есть опыт вождения на длинное расстояние у себя, ранее перегонщиком. Ну и мы живем с Владивостоком. Владивосток, Якутск, это Новосибирск. Такие побратимые города, где мы скупаем не только машины, оборудование, но и продукты, продовольствие. Вот, ребята, такая вот красивая природа. Вчера ночью, вечером, когда выдвинулись ближе к ночи, я наблюдал за газелями всякими разными. И я хочу вам раскрыть то, что я хотел бы посетить. Это стрелковый стенд относительно нашей темы. Там очень много клубов стрельбы по тарелкам. В этом году Африка дала нам приглашение России участвовать ввиду всевозможных санкций и других барьеров для России. Таиланд и Африка. Вот. Мы этот город проезжали недавно здесь, у Йоханнесбурга. 4 часа ехать. Блюмфонтейн. Блюмфонтейн — это блюм, это цветочек, как мне кажется, да, и фонтейн — это фонтан. Очень большой стенд. Я стрелял там один раз, приезжал на соревнования. Ребята очень дружественные. И всех я приглашаю. Приезжайте, ребята, будем участвовать на соревнованиях, постреляем. Мишени у них очень из крайности в крайность. Компакт спортинг очень легкие мишени, ребята. Ну что значит легкие? Близкие, открытые. 20 метров летят мишени. Вот. 194 стреляют, 183 я выстрелил. Вот. Первые места 194 в опене. Почему из крайности в крайность? Потому что есть другая дисциплина. Фитаск. Это когда со вскидки стреляешь. Там мишени были, ну, очень дикие, ребят. Запредельное расстояние 100 метров. Из 20 мишеней на площадке в одной линии стреляешь 20 мишеней.
И из 20 мишеней, ну, где-то 60% это нереальные, далекие всякие разные боковые мишени, ребро, что-то как-то. И люди стреляли их как на компакте. Класс стрелков очень сильный. Стреляют ребята здесь в основном из Браунинга, береты. Мало операций, мало криховов. Вот, родина берет и браунингов. И всяких разных ружей, которые я даже не знаю. Ну и касательно вот такая вот у нас красивая природа. В Африке холмистая местность. В Китае и комар не просунет нос. Везде огороды. Вот. А здесь вообще нету теплиц, ничего. Пустые территории, ребята. Приезжай, паши, сколько хочешь. Сегодня разгар лета считается. Разгар лета. Вот, холмистая местность. В Африке бегают слоны. Носорогов нет, но знаки иногда стоят, где указано предупреждение, что слон может подойти к машине. Очень много живности, птиц, очень много, ребята. Прилавки богатые, мясо всего прямо завал. Не страусиное там одно только мясо, все есть прямо. Ну, крокодилевого мяса точно нету, но все остальное мясо есть, ребята. И очень прямо богатый регион. Посмотрите, какие дороги. Здесь очень много машин богатых. Мазерати, я уже тут наизусть знаю. Порш, Ламборгини, Феррари, Альфа Ромео. Там спортивные машины. Очень много такого добра, ребята. Поэтому город является очень таким индустриальным. Есть свои сети, всевозможные такие стеклянные дома, глаз стиль называется, там всевозможные шопинги, все, ребята, есть. И от крайности в крайность там люди живут прямо в сараях, есть где в сараях живут, там есть этот. Ну, районы поделены, поэтому как бы везде по-своему, но основная линия это такой стандарт, такой европейский стандарт. Все прямо качественно, дома, ремонт, строительство, питание, обслуживание очень прямо на высоком уровне, можно сказать. Поэтому, ребята, такое короткое видео для вас всех. Короткое видео. Я буду снимать вам Кейптаун. Надеюсь, какие-то данные будут полезны для вас. Скину хорошие гостиницы, людей. Кстати, меня там ждут друзья, которые будут показывать гиды. Вот. И это тоже облегчит нам ситуацию. Ну и моя цель это на новогодние праздники, если Бог даст, если они будут работать, посетить стенды и пострелять по тарелкам. Всего доброго!